Лучшие денежные практики взаимодействия сегодня обсуждали на Всероссийской лаборатории культурных проектов «Культуралика» взаимодействия культуры и бизнеса. Это уж точно. Там собрались представители творческих профессий, чиновники, бизнесмены, ну и просто неравнодушные к культуре горожане. Всего за 2 дня лабораторию посетило почти 1500 человек. Дискутировали сегодня по поводу независимости культуры от частных лиц, вкладывающих в ее рост деньги, а также обсуждали влияние доходов на эффективность. Уже завтра в завершающей лаборатории культурных проектов день в Международном центре искусств «Главный проспект» пройдут игры, мастер-классы и творческая встреча с писателем и публицистом Захаром Прилепиным. Вход по регистрации. И у нас в гостях Бьорн Стенверс, директор Ассоциации музеев Амстердама Сэм Foundation. Здравствуйте, добрый день. Хай. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Конечно. Вот скажите, охотно ли в Европе инвесторы вкладываются в культуру? Ну, конечно. Разумеется. But it depends on what. If you look in culture, it probably is in festivals, exchange exhibition, exchange experts, to работать together, друг with музей in the страна and Russia. So it's about these kind of things. Но, конечно, все зависит от характера проектов. Если говорить о частных инвесторах, они охотно финансируют и поддерживают такие проекты, как обмены, например, обмены художников между странами, взаимодействие музеев между собой, сотрудничество, фестивали. Вот подобные программы с удовольствием финансируют. А есть ли какой-то рецепт вот всем музеям и театрам, как привлечь инвесторов? Да. Работать друг. Естественно. И just be Yekaterinburg, because Yekaterinburg is founded by a Russian and a Голландия person. So that also helps. И быть здесь, в Екатеринбурге, здорово, потому что Екатеринбург основан и русским, и голландцем, Да. как известно. И это тоже помогает. Мне очень интересно узнать вам, что понравилось на Урале именно с точки зрения вложения денег. Много. Например. So I think if you look at from Khanty-Mansiysk, where you have for disabled people special programs with the Husky Sabaka. Я поняла. So that's очень интересно. When you look in Yekaterinburg, you have a lot of festivals, conferences, and I have a scoop for you. Что касается подобных проектов интересных, то очень интересный проект, инклюзивный проект в Ханты-Мансийске, когда в определенные дни музей можно посетить людям, например, плохо видящим в сопровождении своих собак хаски. Также, что касается Екатеринбурга, то здесь, конечно же, фестивали, конференции, и у меня в запасе есть для вас школа. Ого. Интересно. And the scoop is, Так. thanks to Tatiana, the head of Department of Culture in Yekaterinburg, together with Nikita from the Fine Art Museum, we will sign on behalf of all the museums in Yekaterinburg on Monday that we are going to found the Yekaterinburg Museum Academy, especially for staff of museums to get trainings бесплатно. Благодаря Татьяне Ярошевской, городская администрация, администрация города и при поддержке Никиты Корытина, это Музей изобразительных искусств, в понедельник мы подписываем соглашение между большим кругом музеев, с большим кругом музеев Екатеринбурга о том, что здесь мы организовываем академию для подготовки сотрудников музеев, которая будет проходить бесплатно для них. Пожалуйста. Это не может не радовать. So if you ask what people can invest in, they can invest in the academy. Всех, конечно. И если вы хотите знать, куда нужно финансировать вот в эту академию. Спасибо. Пожалуйста. Ну и, конечно, в завершении хотелось бы узнать, может ли культура вообще стать самоокупаемой? Возможно ли такое? Или это все-таки миф, что государство должно вкладывать деньги? Да. Конечно, да. So you have always four stakeholders, 4 stakeholders for culture. It's government, business, посетители, and users,
and the people who live in Yekaterinburg in this case. Всегда 4 заинтересованные стороны, когда мы говорим о культуре. Это правительство, это бизнес, это посетители всевозможных выставок и так далее. И, конечно же, жители города, где находятся эти учреждения культуры. Я думаю, что в Everybody is Екатеринбурге responsible. много И желающих. каждая из этих сторон несет свою долю ответственности. Да, действительно. В Екатеринбурге, как ты уже заметил, Юра, действительно много желающих. Спасибо вам большое. Я благодарю вас за то, что сегодня пришли к нам. Ну а вам напоминаю, что у нас в гостях был Бьорн Стенверс, директор Ассоциации музеев Амстердама Сэм Foundation.